такая веселая поездочка у меня выдалась. Моя клееная фара, которую я клеил в предыдущем видео с помощью дихлоретана, получила по щам, разгерметизировалась и начала потеть. Одним словом, и поплохело. Ну ничего, подняли, мы своих не бросаем, и понесли домой на замену стекла. Так как клейкой стекла я больше не хотел заниматься, я прикупил с разборки фару с целым стеклом, но при этом с разломанным креплением, что удешевило ее цену. Хоть приобретенная фара и была от праворульной машины, но рисунок света формируется не стеклом, а отражателем, который я менять не собирался. Перед началом расклейки необходимо вынять фиксирующие скобы. И так все остальные по кругу. Чтобы облегчить процесс расклейки, необходимо по кругу прорезать канцелярским ножом пазы, разрезая при этом герметик, на котором сидит стекло. Затем я пригревал всю фару по периметру, чтобы она приобрела начальную температуру. Грел строительным феном без регулировки температуры, соответственно он выдавал температуру порядка 400 градусов, но увеличивая расстояние фена до фары, данная температура падала, и я думаю где-то грелась порядка 200 градусов. Далее, выбрав один из углов, начал его тщательно греть и отслаивать стекло от корпуса. Здесь главное не торопиться, наберитесь терпением, продвигайтесь плавно, предварительно пригревая, и дальше двигайтесь по периметру. Старайтесь греть именно пластик корпуса, а не оргстекло, так как под действием температуры оно замутнится. Наконец, стекло отделилось от корпуса. Подпишись, чтобы не пропустить много интересного. Теперь из него можно извлечь декоративную накладку, которая держится на направляющих. Стекло с разборки в хорошем состоянии и имеет небольшую потертость в одном месте, которая легко сошлифуется и потом закроется лаком.
Оставшийся герметик в пазах корпуса фары необходимо вычистить канцелярским ножом, срезав его. Так как в треснувшей фаре начала накапливаться влага в виде конденсата, то начали страдать как электрические контакты на лампочках, так и сам отражатель. Нанесенная зеркальная краска просто начинает слазить. Как я уже говорил, основное отличие европеек от англичанок – это отражателем. Его мы оставляем родной, европейский. А вот в декоративных накладках с элементами хрома разницы я не заметил и поставил новый, нетронутый влагой. Предварительно все протер спонжем со спиртом. Само стекло фары вымыл мочалкой и мылом. Затем налил небольшое количество спирта и с помощью того же спонжа все протер. Сполоснул поверхность и слил остатки спирта и оставил так остывать, больше ничем не трогая. Иначе будут разводы. Перед началом клейки, помните, вам нужно будет установить скобы, поэтому заранее лучше подготовить отверстия для их установок. Я это делаю ручной дрелью, которую тоже сам изготовил, ссылочку смотрите вверху. На корпусе фары обязательно обезжирьте пазы для закладки нового герметика. Герметик наносим на всю глубину паза. У вас должно уйти примерно треть баллона. Герметик лучше не жалеть, иначе будет обидно за проделанную работу, когда фара снова запотеет. Устанавливаем стекло на герметик и прижимаем, чем придется. Фара на месте и смотрится даже свежее, чем вторая родная. Таким способом самостоятельного ремонта фары можно сэкономить значительные средства. Всем удачи, будьте осторожнее на дорогах. Ставьте лайки и подписывайтесь, с меня много интересного.